Привет, мои дорогие. Меня зовут Серж. Я живу в многоэтажном доме со своей мамой. На моей лестничной площадке раньше жила семья, но они переехали. Неделю назад туда переехала влюбленная пара. Парня звали Руслан, а девушку Алина. Был случай, когда я выходил из квартиры, и в этот момент он тоже куда-то вышел, и мы с ним пересеклись и поздоровались. Одним словом, после его голоса у меня пошли мурашки по коже. «Бог ты мой», – подумал я, и немного стало не по себе. Я пришел домой и начал думать, что только что произошло. Скорее всего, просто показалось. Спустя пару дней я увидел, как Руслан и Алина гуляли возле дома. Я подошел к подъезду, сел возле него и начал смотреть на Руслана, не отрывая глаз. Так я просидел полчаса, пока они не зашли в подъезд. Я зашел с ними. Мы ехали вместе в лифте, и меня в жар кинуло, черт возьми. Я зашел домой и начал паниковать сразу. Со мной такого раньше не было, чтобы я такое испытывал к парню. Хотя и к девушке не было. Да за всю жизнь у меня не было ни одной партнерши. Вывод был здесь только один. И вы его знаете. Мне пришлось это признать. На следующий день я начал с ним активно общаться. Мы с Русланом пересеклись в торговом центре, и я предложил пойти выпить пиво. Он был без Алины и согласился пойти попить со мной пивка. Мы сели за столик и начали активно общаться. Он мне рассказал, как они познакомились с Алиной, но мне было неинтересно, и я просто поддакивал. В один момент на его телефон кто-то позвонил, и он ушел, а я остался там и чуть ли не заплакал. По-моему, я влюбился в своего соседа. Следующим вечером я вышел погулять на улицу и увидел опять, как они гуляют. Меня это бесило немножко, но надо было сдерживаться. Спустя неделю мы опять с Русланом пересеклись и снова пошли попить пиво в кафешку. Мы опять разобщались отлично. Спустя время мы были уже пьяненькие, и я по глупости положил его руку на свою и сразу же пожалел об этом. Руслан резко встал и сильно ударил меня по лицу и ушел. Все вокруг были в шоке. Да и я тоже, конечно. На следующее утро мы опять встретились в подъезде. Я подошел к нему, чтобы извиниться, на что он мне сказал: если я еще раз подойду к нему, то будет плохо. Спустя пару дней они переехали. Я очень много времени переживал и злился на себя. Впоследствии я, конечно, был аккуратен с парнями, но, слава богу, я такой не один в этом мире, и через некоторый промежуток все же нашел себе партнера.